Мне приходят предложения с хитами. Что Диана Анкудинова не может петь? Ну, для меня это вот так. Мне из Индии хотели подарить слона, а у меня витилиго. Но если нужно помыть окна или пол, то я это делаю раз в месяц. Здравствуйте, это «Окна связи», меня зовут Константин Анисимов, и сегодня в гостях у меня Диана Анкудинова. Диана, добрый вечер. Я, позволь, сейчас лишь часть твоих достижений зачитаю. Победительница шоу «Ты супер». Ты супер сезон. Шоу Must Go On, все это на НТВ. Обладательница золотой кнопки Ютуба. Да еще и красивая девушка. Диана, здравствуйте. Спасибо. Но... Спасибо. Да, ну хочешь, чтобы у нас с тобой не интервью было, это ты уже у Собчак сделал, но чтобы с тобой была беседа легкая такая. Да, хорошо. Давай тогда вот с чего начнем. Лето в разгаре. Чем занимаешься? Отрываешься по полной? Или в студии света белого не видишь? Работа, гастроли? Что у тебя сейчас происходит? Сейчас у меня происходит работа над релизами, которые в будущем состоятся, потому что лето наступило, а я только вот в начале лета поняла, что я хочу все-таки выпускать песни. Так. Вот. Но для того, чтобы выпустить песню, нужно пройти очень много этапов, которые занимают очень много времени, поэтому первая песня спустя долгое время выйдет вроде как 12 июля, если я ничего не путаю. Да, обложка готова, осталось только видосы доснять, и все будет супер. Следующие релизы тоже уже готовятся. Вот. Но в основном, конечно, я сижу на студии, чаще всего пишу новый материал и живу эту жизнь по полной, потому что когда ее жить, если не в 21 год? О, сейчас люди такие, да, в 21 надо делать. Я прошу отдельно показать вообще группу поддержки твою, которая сюда пришла. Здесь и шарфики, здесь и плакаты твои, невероятно. Спасибо, что приходите, всегда Слушай, поддерживаете. ну, Спасибо. Сейчас время, когда на вершинах хитов песни, которые гоняют по кругу, и там, как правило, не выдающийся текст какой-то. Да? Да. Простой самый. Ага. Вокальные данные уже речи не идет. Это все можно компьютером там подровнять, вытянуть, все сделать. Вот ты с каким мироощущением живешь? Что лучше быть с голосом или вот с такими вот хитами? Лучше быть с хорошим музыкантом рядом. О, у тебя есть такой? Есть у меня несколько таких прекрасных людей, вот, но их потенциал тоже нужно раскрывать, поэтому я, как человек, который имеет очень хороший музыкальный вкус, буду их немножечко подтягивать к другому звучанию, вот, поэтому экспериментов будет много. То есть ты сама себе... Ты сама себе художественный руководитель? На данный момент вот наконец-таки становлюсь таковой. То есть и продюсер? Ну, типа того, получается. Ну, типа того, хорошо. Слушай, а вообще ты разговаривала с кем-то? Были у тебя предложения о покупке хита? О покупке песни, которая потенциально может стать хитом? Были у тебя какие-то такие предложения? И вообще, знаешь ли ты, сколько стоит хит? Да, почти каждый день мне приходят предложения с хитами. Вот, просто чаще всего я в них не слышу хита. Есть песни, которые я беру, как будто бы есть что-то похожее на хит, но чаще всего их надо дорабатывать, очень много в них вкладывать, переделывать аранжировку и так далее. Вот. И сейчас у меня есть... я купила песню, но прикол в том, я хочу вам всем сказать, кому бы я ни показала демку этой песни, не моим голосом, а просто вот спетую автором, все говорят, какое же говно. Ого! Все говорят, боже, это так отвратительно. Ты со своим музыкальным вкусом, со своим голосом купила это. И вот, когда я слышу все чаще вот такие отзывы об этой песне, я прям больше и больше в нее верю, на самом деле. Ты на сопротивление решил? Да, потому что всегда, когда я беру песни, и все говорят, да, это хит, давай выпускаем, обычно это не заходит. И я решила, хотя бы раз в жизни попробовать и пойти по другой дорожке. Что получится? Возможно, получится круто, но я очень в нее верю, потому что я ее слушаю на репите каждый день, и несмотря на тупой текст или тупую мелодию, мне, просто заходит. Прям летнее настроение очень ловлю, поэтому ждите. Слушай, давай так.
российская поп-музыка, вот популярная, она очень часто ругаема. Сколько ругали «Ласковый май». А сейчас включи, и любой человек побежит танцевать. Потом сколько ругали там Иванушки Интернешнл, Руки вверх сколько ругали, и так далее, и так далее, и так далее. И все это осталось культурным кодом, потому что мы эту популярную музыку слушали, несмотря на то, что многие ее называли «какое же». Да. Вот. Ровно поэтому я желаю, чтобы твоя вот эта песня, которая кому-то не нравится, понравилась вообще всем остальным. Буду на это надеяться. Да, что я не одна такая. Ты активно гастролируешь, причем твои концерты — это не какая-то там пиротехника, не какие-то там перья, 3D-мэппинг, не знаю, соло на каких-то там инструментах. Ты выходишь одна, тет-а-тет, со своим зрителем. Да. Это вот какая-то, это была идея или это вот издержки пока вот такого старта тебя как артиста? Изначально это были издержки старта, но как будто бы на данный момент я впервые почувствовала и осознала ценность того, что я так умею, потому что как будто бы большинство артистов, вот, ну, я не буду называть поименно, но кого-то вот возьми и также поставь на сцену и скажи 2 или больше часов тебе нужно разговаривать и петь, и как-то держать зал во внимании, и при этом еще не задыхаться, не плакать, ну, типа, знать, что сказать, и у тебя нету сценария, и делать это на протяжении нескольких лет, очень часто, ну, это сложно. Но для меня это вот так. Я очень много прожила в этой жизни, даже на сцене, и в клипах, и так далее. Вот. Но сейчас я прямо на сцене очень часто людям говорю: здравствуйте, вы попали на квартирник Дианы Анкудиновой. Мы как на кухне у мамы с вами сегодня. То есть у тебя квартира в каждом городе буквально? Да, очень такая семейная атмосфера именно. Хорошо, а что дарит, раз семейная атмосфера, что дарят тебе российские поклонники? Вот от самого, понятно, что популярного, до самого незаурядного подарка в твоих гастролях. Ну, от самого популярного это, наверное, традиции, которые есть в разном городе, по типу чак-чака или какого-то варенья с шишками, да. Тульского пряника. Это вообще... Вот такие тульские пряники я увожу домой. Они все еще лежат, и 3 года уже. Я не успеваю их есть просто. Есть одна программа с таким вот ведущим, туда можно приносить все, что да, надо будет предложить. И только буквы там называть. Вот, ну и самое незаурядное, ну сейчас в голову пришло, не скажу, что это прям что-то необычное, но мне такое дарили один раз вообще в жизни. На концерте женщина мне подарила набор всего, что необходимо путешественнику, но очень маленькое такое. Маленькая зубная щетка. Да, все такое прям очень миниатюрное, и ты можешь куда угодно, в любой самолет, везде, вот все, что тебе нужно, там вот этот швейный набор, мыло вот это, которое растворяется в воздухе, это вообще... Ну, в общем, это было очень круто, потому что нам, артистам, это очень нужно, поэтому если не знаете, что подарить, вот это всегда очень, очень нужный подарок. Правда. Намотали на ус, побежали в ближайший магазин и покупать вот такой шампунь. Правильно, правильно. Так, смотри, голос твой сделал тебя знаменитый. От чего-то ты... сейчас, может быть, или когда-то до этого отказывалась в своей жизни, чтобы сохранить этот голос? Да, у меня был период, когда я вообще отказалась от семечек, потому что их категорически нельзя вокалистам. Да? Да. Орехи, семечки, вот это все, а семечки тем более, потому что шелуха, она вся, типа, грязная, и ты это все в рот, и, короче, это очень такая история, такая себе, но я очень люблю семечки, и вот это проблема. И в последнее время, честно признаюсь, я грешу. То есть, есть поэтому у меня появляются новые окраски в тембре. Так может быть. Кто-то курит, а кто-то ест семечки. Друзья мои, понимаете, да, разницу, что курение вредно, а семечки это увлекательно и медитативно. А у тебя семечки как аккомпанемент к чему-то, то есть ты включаешь телевизор, книжка, или ты просто можешь ходить их вот так вот? Ну, чаще всего, нет, просто так я их не грызу, чаще всего это под какой-то фильм или сериал, но так как времени свободного мало, получается, я не так часто их грызу, это хорошо. Вот. Но я периодически себя останавливаю, потому что чем больше съешь, тем тебе хуже. И после этого обязательно надо выждать несколько дней хотя бы, чтобы оно водой все смылось, и ты уже потом нормально поешь. А если ты погрыз и завтра тебе петь, это проблемно на самом деле. И еще, да, семечки тоже не дарите. Не знаешь, что надо... Ты приезжаешь на Кубань... Дарите. Найдем чем применить. Слушай, давай по поводу голоса. 4 октавы. Вот для людей, для которых музыка это просто что-то играет из колонок, что такое 4 октавы? Ты можешь нам показать вот самый верх и самый низ, вот прямо сейчас? 4 октавы, во-первых, это то, что вы в современной музыке практически не услышите. Да.
Во-вторых, самое низкое. У меня нет фортепиано, я сейчас так не сделаю, но я могу просто по я удалил, у меня просто... Я могу просто по ощущениям. Давай, взять, по ощущениям. Низкую и самую Давай. высокую. Но, возможно, я вчера съела семечки. Появится пятая. Так, давай, можем пропустить немножко. Ну, самый низкий, допустим, я поговорю на этом звуке. Это очень заглубленная позиция, так обычно не поют. Немножечко нужно вынести, чтобы это было слышимо. Мне это дается периодически сложно, но дается. Вот, если самая высокая, это... Ну, я не знаю, ну, то есть это можно даже в песковой уйти. Сейчас это было плохо, потому что я не распетая. Вот, но если прям до туда идти очень медленно, в распевочке, поступательно, да, то можно дойти даже больше 4 иногда бывает. Редко, но если не говорить семечки, будет и 5. Но мне они не нужны, поэтому, в принципе... Слушай, мы так много говорим о семечках. Я уверен, что люди, которые нас смотрят, сейчас побегут свои вот эти загашнички для того, чтобы наше интервью под семечки досматривать. Смотри, у тебя очень-очень разный репертуар песен, которые ты исполняешь. А есть песни, которые ты, либо не берешь, либо тебе не даются, либо как-то вот, не твоя эта песня. Были у тебя такие... Что Диана Анкудинова не может петь? Вот так. Диана Анкудинова... если я купила ту песню с тем текстом, который там есть, в принципе, я могу петь все, получается. Так. Вот. Но Диана Анкудинова не будет петь песни с нецензурной лексикой. Раз. Диана Анкудинова... не знаю... Да, в принципе, не будет петь песни, где диапазон голосовой не ее. То есть мужские песни я, не осилю, получается. Гангам Стайл был же. Ты что думаешь? Я не подумала, подожди. Не, есть, конечно, песни этих теноров, да. Те я могу петь, а басы и так далее нет. Хорошо. Не получится. Я прочитал на твоем сайте, что у тебя есть фан-клубы не только в России, вот как, собственно, здесь, но и в Европе, США, в Индии, в Мексике. Тебе присылают карри, сомбреро. Да. Да? Что такое вот, кстати, в подарке? Что самое неожиданное было? Как они узнали адрес, во-первых? Позвонили крутому? Причем здесь Игорь Крутой? Я уже, на самом деле, живу в разных местах, не только в той квартире. Поэтому, если вы туда придете, обычно меня там нет уже. Вот. Так, недавно, как сказать недавно? Нет, не недавно, это было давно, но это было в году 19-м, наверное, если я не ошибаюсь. На 1 апреля мне из Индии хотели подарить слона. Это 1 апреля? Нет. Он уже стоял на таможне и растаможивался, или как это говорится? Растаможенный слон? Он стоял, и нам типа, забирайте слона, сейчас он к вам приедет уже в Москву, и он уже в пути практически. Вот. И мы думали, что это 1 апреля, а у них такие, какой 1 апреля? Это подарок. Это прям вот... Кто? Естественно, я не взяла слона. Вот, Так а как? Поэтому ты не живешь в квартире? Он был маленький. Но ты могла бы его оставить в Индии, всем говорить, что у меня есть маленький слоник в Индии, который когда-нибудь сядет и будет петь песню «Пусть мама услышит, пусть мама придет» в поисках Дианы. Ага. Кстати, был один случай, как-то раз, вот как раз-таки в ту квартиру Игорь Яковлевич Крутой, который подарил, спасибо ему большое, естественно, никогда этого не забываем. Это очень хорошая стартовая площадка, скажу так. Вот. Как-то раз нам стучится в дверь какой-то человек, дома мама, и я, больше никого нет. И мама открывает дверь, там стоит человек нерусской внешности, и стоит... То ли с цветами, то ли с конфетами, я уже точно не помню. Это было давно. Вот. И он стоит и такой, типа, а Диану можно? Или там, а Диане можете передать? И я это слышу, а я стою в ночнушке такая вся. Только встала. Это было там, не знаю, 10 утра. Это было 3 часа дня, неожиданно. Вот. И, я слышу, мама говорит, Дианы здесь нет. Типа, не ходите сюда, пожалуйста. Потому что это ненормально. Мама молодец, да, в роль. А кто такая Диана? Кто такая Диана, я не знаю. Нет, не видел. Дайте еще раз посмотрю. Точно не видела. Вот, и в итоге мне пришлось к нему выйти, потому что он никак не хотел уходить. Я вот этого, значит, там халат сверху накинула, что-то там, капюшон. И говорю, спасибо большое, но, пожалуйста, сюда не приходите. Он еще пару раз приходил, но мы уже как-то полиции пригрозили, и человек перестал ходить. Вот, какое-то время переписывался потом с моей мамой ВКонтакте, что-то со мной, что-то
В общем, Очень много людей, которые хотят на личные границы прям очень сильно влезть и периодически не понимают, что это ненормально. И вот это странно. Давай поговорим о личных границах. Вот когда к тебе просят сфотографироваться с тобой, тебе приятно? Ну вот недавно я зашла в кафе, вот в этом же костюме. После очередной какой-то, я не помню, что это было, то ли дорожки, то ли премьеры. Иду в кафе, купила себе, значит, кофе, пирожок, и надо вот быстро позавтракать, потому что время 5 вечера. И, ну, серьезно. Я и говорю в 3. Вот. И я ем, и меня сзади так, значит, какой-то мужчина так по плечу хлопает и такой: извините, с вами можно сфотографироваться? А я вот так с пирожком. Вот так сижу, вот так вытирая. Ну, и я такая, типа, можно, но только дайте мне время доесть хотя бы. А, да, конечно, конечно, все. И он стоял прям вот так надо мной. Вот так. Извините, вы не могли бы есть побыстрее? Он не говорит? Ну, и типа, как будто слюнки пускал, я не знаю. Ну, то есть это было странно. И, ну, вот такие случаи это тоже не очень хорошо. И когда подходят на пляже. Когда я там в купальнике, типа, я сижу под навесом, потому что мне нельзя загорать, и люди вот так навес открывают. Извините, с вами можешь сфотографироваться? И ты думаешь, а как вы меня узнали? Расскажи, почему тебе нельзя загорать? А у меня витилиго. Так. Это белые Я пятнышки. знаю, да. Вот. Если я буду загорать, будет немножечко неприятно, и, в принципе, это будет раздражение для этих пятен, они будут увеличиваться, вот. Но пока что все хорошо. То есть ты просто идешь на пляж, солнечно. Да, и я вот так Море. все накрываю, все полотенца на себя вот так, и я Смысл мумия. тогда идти на пляж? Может, так дома полежать? А потому что семья идет. Молодец, молодец. Слушай, у меня вот есть карточки, и это не просто карточки, это комментарии из разных мест. Эта игра так и называется «Комменты народов мира». Твоя задача очень легкая – спеть эти комментарии. Как ты будешь петь на арабском, я не знаю. Вы знаете? Ладно, простите. Ничего, я уже даже, ты видишь, как змея уже себя повел, ты начала петь, и я уже в какой-то в транс начинаю входить. Так, ну и что? Так, давай, а на английском языке тебе написали Diana goes for song in any language and always does amazing. Перевод. Диана делает песни на разных языках, и это всегда происходит... Amazing. Amazing. Ну, зачем переводить слово amazing, если мы все... Если мы не знаем, как оно переводится, да? Если мы впитали его с молоком матери. Сможешь спеть вот эту вот строчку? Да я смогу, просто Давай. непонятно на какую мелодию, с каким стилем, что... Любую. Давай такой, вот такой... Каким голосом? Знаешь, такой джаз-импровизация, вот такая вот. Как тебе такой жанр? Сейчас. Забыла, вообще джаз из головы вылетел. Любую. Ладно, хорошо, спасибо, помогло. Diana goes for song in any language and always does amazing, amazing. Вау. Испанский получится у тебя? Испанский, да, следующая страничка. Боже мой, как он читается-то, я не знаю. Написано: все очень здорово, Диана. Так. Вот такая песня. Самое красивое, что я видел в своей жизни, написал испанец. Lo más hermoso que he visto en mi vida. Вот такой у меня испанский. Но это, знаешь, немножко подмосковный акцент у меня прорезался. Хорошо, давайте попробуем. Lo más hermoso que he visto en mi vida. 5 баллов. Давай я заберу, потому что там на арабском последнее. Получится у тебя это? Конечно! Там что-то запятые какие-то. Запятые. Ты читай только слева направо, а тут справа налево читай. Я переведу тебе, я тебе переведу. Прекрасное выступление, несмотря на сложность арабского языка. У вас замечательный голос, и я ваш главный фанат. А транскрипцию можно? Я, пожалуй, обойдусь с транскрипцией. Это мы сделаем, когда ты придешь к нам в следующий раз. Слушай, спасибо. Ты классно себя чувствуешь в жанре, в формате интервью. Прекрасно идет беседа, и у тебя передо мной был разогрев в виде Ксении Анатольевны Собчак. Был. Расскажи, как вот ты согласилась? Она же как удав на кролика на всех смотрит в своих интервью. Что я должна ответить? Ну, как ты готовилась к этому? Согласилась ли ты сразу же? Написала ли тебе Ксения лично? Отправила ли тебе кружок? Ксюша, Диана, это Ксюша.
дай мне интервью. Да, Ксюша написала сразу моему директору. Вот, и мой директор сказала, как бы написала Собчак. А это не было 1 апреля? Нет. Как со слоном? Нет, это было в середине лета где-то. Вот, и, ну, мы такие, что? Ксения Собчак написала? И мы, значит, перешли сообщение, мы что-то не верим. Она переслала сообщение, значит, там целое письмо, типа, вот мы приглашаем, очень хочется. Вот, и сначала была реакция, что... А может, не надо? Кстати, это первое, что приходит в голову. Конечно, да. Вот, но потом, когда ты смотришь несколько интервью, ну, я вот посмотрела несколько интервью Собчак, я до этого, честно сказать, не вдавалась в подробности, просто знала, что это есть. Да, отбила. Вот, и, ну, я увидела, что, в принципе, это, ну, не сказать, что прям сильно страшно. То есть, если, ну, вот в такой позе сидеть... В принципе. Можно и язык не развязанный, чтобы был. Да я так кому угодно могу дать интервью. Вот, ну то есть согласились просто с некоторыми условиями, там что-то подписывали какие-то документы, чтобы не было ничего лишнего, потому что в мой адрес можно много лишнего наговорить, учитывая разные события. Вот, но, в принципе, Ксения хорошо справилась со своей задачей. Вот, в принципе, как и я, наверное, Да, тоже. а выслали ли тебе вопросы до, или, например, обсуждали? Нет. То есть просто ты шла прям действительно в клетку к тигру? И это делалось специально. То есть мне тогда еще было страшно, я такая, может, мне пришлют вопросы как-то. И Юля, мой директор, спросила, типа, вопросы дайте, обычно дают. И они такие, нет, у нас такой формат, что как бы, ну, что будет интересного, если вы знаете вопросы. Понятно. Да. Слушай, супер. Ну, ты молодец, на самом деле, то, что прыгнула туда, в бассейн надо с идти пираньями. туда, где страшно, вот. Я вам всем так скажу. Читала вообще комментарии после этого? Вообще, ты читаешь комментарии под своим творчеством? Я вот специально прямо сейчас, перед вот этой программой, в гримерке зашла в комментарий под каким-то своим постом где-то там, вот, и полистала специально, чтобы насладиться. Так. У нас все-таки, ну, сейчас типа беседа какая-то намечается, и, в принципе, логично, что мне будут задать какие-то вопросы по этому поводу, и надо бы знать, что происходит, да? Вот. И я начиталась, и могу сказать, что, ну, как бы, я не вдаюсь в подробности, никогда ничего прям досконального так не перечитываю, но бывают моменты, когда ты не можешь себя от этого огородить. То есть ты живешь в творческом обществе, и все тебе присылают что-либо, все об этом говорят, и, ну, как бы ты себя не огораживал, ты все равно в этом купаешься. Да, тем более, что люди под закрытыми аккаунтами могут написать все, что угодно. Все, что угодно. А если под открытыми, честно сказать, иногда мне страшно становится, потому что у этих людей есть дети. И они ходят с нами по одним улицам. Это ужас. Эти люди. Вот это страшно. Значит, наши коллеги из StarHit тоже хотят задать тебе вопрос. В интернете появились ролики с пародиями на твои выступления. Это шикарно. Вот. Смотришь ли ты их и какая реакция? Это вообще супер. Вот когда есть какие-то ролики, где необоснованно просто типа вот высмеивают, я обычно сразу не интересует, до свидания, все, я такое не смотрю. Но если я вижу что-то, где человек реально старается, ну, я такое прям хвалю иногда даже. Вот как-то хочется даже лайкнуть, но думаю, будет странно. Человек такой смотрит, Диана лайкнула, ничего себе. Вот, и... Ну, это весело, потому что я тоже иногда пародирую кого-то. Ну, не так, конечно, открыто, возможно, но у них зато смелость, смотри, какая они там... Извиняюсь, микрофон. Они там, ну, типа, они прям... Сила воли какая у людей, что они решили это выставить. Слушай, а я тоже почитал комментарии, и многие вопросы, которые тебе, и комменты, перекликаются с моим вопросом. Собственно, вот он. Зачем идти на конкурсы, которых ты, наверное, ну, больше, не знаю, 50 прошла, и в конце, одержав победу, отказываться от продюсера, который, собственно, является чуть ли не главным призом этих конкурсов? О работе с продюсером. А кто сказал, что продюсер – это типа цель? Или кто сказал, что продюсер – это подарок за эти конкурсы? Кто сказал, что с продюсером тебе будет хорошо Вообще, работать? кто сказал, что продюсер – это как это вещь? Ну, типа, почему мы так рассуждаем, как будто это не человек, тоже живой? Я не знаю, почему люди так мыслят. Наверное, после интервью Собчак как раз. Так мыслят, потому что люди просто... Ну, они не знают, что это такое, и в чем мне приходится иногда копаться. Слушай, ну, дальше разговор. А в чем ты копаешься? В чем ты копаешься? Я енот. Лопата или у тебя целый Я садовник. эскаватор в том, в чем... Да, много в чем копаюсь. Это в плане отношений с людьми. Но это как бы часть профессии, которую я
ну, мне пришлось ее принять. Но когда мне говорят, что надо пойти туда-то, туда-то, я все равно хотя бы маме, ну, выскажу, что я не хочу туда идти. Ну, пойду, потому что, как бы, ну, это моя профессия. Работа, да. А под твоими песнями даже фанаты писали? Кстати, эта программа, это исключение. Я, ну, все окей. Диан, под твоими песнями фанаты писали, что, может быть, им стоит скинуться, чтобы тебе снять клип. Не думала ли еще вот такой вот сбор для видеоряда под твою песню? На дворе 21 век, друзья. Так. Это давно уже происходит. Ты уже собираешь? Я уже собрала, уже сняла, уже выпустила. И все практически, что я выпускаю, делаю, это чаще всего с поддержкой моих любимых, дорогих людей. Молодец. Спасибо вам большое. Давай тогда поговорим про нашу эстраду в целом. Если тебя убрать за скобки, есть ли на нашей эстраде из действующих артистов те, чьи голоса тебя поражают? Потому что ты называла двух: Билана и Лорак. Да, вот я сейчас их и назову. И все, больше никто, вот годы идут, никто не присоединяется, нет каких-то открытий для тебя? Или наоборот, может быть, ты кого-то... Открытие я обязательно должна сказать про девочку Варвара Убель. У нее очень классные вокальные данные. То, как она владеет вообще собой и своей техникой вокальной, это супер, потому что, в первую очередь, она джазовая певица. Я так не умею. То есть я симпровизировала сейчас джаз, но это было вообще не похоже даже на то, что делает Варя. Вот. А так, чтобы прям вот профессионалы своего дела в плане вокала, ну, не знаю. Может быть, потому что нашим артистам не дают возможности очень часто в песнях... Не знаю, кто. В песнях показывают как раз-таки то, что они умеют, например, потому что в некоторых шоу иногда у них получается. Например, Билан и Лорак для меня это люди, которые раскрылись именно благодаря шоу. Шоу ты имеешь в виду концертом или шоу по телевизору? По телевизору. По телевизору. А на концерты ты сама ходишь на какие-нибудь? Чтобы периодически... посмотреть, как вживую работают, вот, например, тот же самый Дима Билан или Лорака? Да, конечно, хожу, но чаще всего меня приглашают. Это понятно. Вот. И это очень классный опыт, потому что я наблюдаю то, из чего можно слепить что-то другое, придумать что-то свое и в будущем сделать, возможно, какой-то иной формат. То есть с блокнотиком ходишь? Да, я так хожу, так Пока записываю. все подпевают песни, ты там сидишь скрупулезно выписываешь, да. А скажи, вот ты говоришь, меня приглашают на концерты. С кем из шоу-бизнеса ты дружишь так, чтобы вот тебя пригласили на концерт, ты сказал: да, с удовольствием, солнышко, зайка, подружка, друг, приду к тебе на концерт? Со всеми. Ну как, со всеми. Ну, не может быть близкие такого. же друзья, Но я имею в виду- приятельствуешь. С кем у тебя, не знаю, есть Да, это понятно. Но самые если- востребованные чатики? Если мне напишет какой-то артист, с которым мы не знакомы, пригласив к себе на концерт, я не скажу: нет, братан, мы с тобой не знакомы, я не приду. Это странно. Вот. А так, конечно, если меня пригласит Кирилл Туриченко, я буду вообще Иванушки только рада. International. Да, Иванушки Интернешнл туда же, естественно. Вот. Посмотреть на Рыжего, записать, как можно так же шептать. в Обязательно. Мы с ним как-то общались. Очень смешной человек, на самом деле. Крутой, правда. Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что я недавно был на свадьбе, и там приехали Иванушки Интернешнл, все начали фотографироваться с Рыжим, и ко мне подошла одна девочка и говорит: а это кто? То есть пришла эпоха людей, Серьезно? которые не знают Рыжего из Иванушек. А сколько ей лет? Примерно она твоего возраста, может быть, чуть младше. А из какого она Века? города? Не знаю, вот видишь, как ты ее обошло, творчество Иванушек Интернешнл. Хорошо, кто еще у тебя в друзьях? В друзьях у меня Айван, тоже классный человек, мы с ним прям очень задружились. Вот тоже он периодически мне пишет с приглашениями куда-либо. Дима Билан, теперь уже тоже очень близкий мой друг. Мы сейчас вот планируем наконец-таки погулять вместе, как обычные люди, а не как коллеги. Вот. Так вообще называть можно сколько угодно. Там Юля Паршута, все, кто участвовал в шоу «Мозгон» и так далее, вообще все, с кем я как-то соприкасалась на сцене, сразу становятся, довольно-таки... Во френд-зону, да, в твою Да, в во добрую френд-зону. Да. Хорошо, а Игорь крутой, вот мы его вспоминали. Можешь ли ты, например, ночью ему позвонить? Или он тебе неожиданно сказать: о, у меня для тебя есть песня, демка, лови? Он, наверное, да. А я, наверное, нет, потому что я не знаю, в каком он часовом поясе, как минимум. Вдруг это будет день. Вдруг это будет день. Но смотри, я тебе последний вопрос, наверное, про продюсера спрошу. Поставил ли ты себе какой-то срок, вот
Или ты вообще даже не думаешь, что когда-то придешь к тому, что у тебя будет большой вот такой продюсер а-ля Игорь Крутой? Я на самом деле думала об этом. И периодически вспоминаю про это, размышляю, но пока что не нашлось человека просто. После 18 лет никто мне не предлагал. До 18 предлагали. После 18 предложений нет. До 18 мы отказывали, потому что у меня не было 18. Вдруг мне исполнится 18, я скажу, я не хочу. А мы все подписали, и что мне делать? А я такой человек неустойчивый, поэтому простите, пожалуйста. Но если ко мне придут после 18, и мне понравится это предложение, наверное, я буду за. Потому что это же мне лучше будет. А сама вот ты не видишь себя через несколько лет в качестве продюсера, который берет 18-летних или до 18 лет и продюсировать их? Возможно. Ты же говорила, что хочешь свой лейбл. Говорила. Название уже придумала? На данный момент у меня есть фонд. Фонд? Да, у меня есть фонд для сбора средств и поддержки детям, которые очень в этом нуждаются. Вот. Возможно, в будущем это перерастет и в лейбл какой-нибудь. Может быть, такое ответвление будет. Вот. Но я, на самом деле, очень сейчас начала интересоваться преподаванием. Как... Что ты на меня так смотришь? 21 год преподаванием, и я поэтому засветился. Я прям, вот, училка. Как педагог по вокалу. Спасибо. Подожди, я еще ничего не сделала. Так, ты собираешься преподавать, или ты уже кого-то взяла? Нет, я еще никого не брала, но какие-то мои знакомые, там даже из ГИТИСа или просто мои друзья, которые хотят петь, периодически я кого-то пытаюсь направить на путь истины, скажу так. Вот. И вроде как очень хорошо получается. И когда я замечаю улучшение, мне сразу думается, что, возможно, это был бы хороший путь. Поэтому если вдруг случится так, что у меня что-то там переклинит из-за семечек, как мы все помним, я пойду преподавать вокал, потому что даже, в принципе, без своего голоса можно что-либо сделать с человеком. Друзья, а я напомню, что в нашей группе в «ОК на связи» проходит конкурс «Литература на лето», и сейчас мы там разыгрываем книгу, которую нам принесла Диана Анкудинова. Нужно всего лишь навсего написать первым комментарий, в котором вы угадаете название этой книги. Дерзайте. Желаю удачи. ОК представляет мастер-класс. В сервисе увлечения вы найдете мастер-классы от экспертов ОК, пошаговые видео и полезные материалы. Общайтесь в чате с экспертом и другими пользователями. Смотрите мастер-классы по самым разным темам бесплатно. Прокачайте свое хобби на ok.ru. Слушай, ну давай еще про конкурсы как раз поговорим, то что там и у тебя и участие в этих конкурсах, и жюри конкурсов уже. Многие думают вот из детей, и из родителей, собственно, конкурсы вокальные. Вот пойдем мы участвовать, выиграем, и все. Мы властелины мира. Это заблуждение? Конечно, заблуждение. Ну, давай вот всем расскажем, что нужно делать. Вообще нужно ходить сейчас, в 21 веке, в 24 году, когда вот через гаджеты можно пробиться. Нужно ли родителям, потому что родители же ведут на конкурсы детей, вести их вот в это не всегда успешное для них предприятие? Ну, победитель только один. Победитель только один, а сколько разочарованных детей? Ну да, но как будто бы сейчас, я просто вспоминаю, в мое время не было вот этих вот блогерств, гаджетов, в плане не было такой популярности из интернета. Поэтому мы продвигались через конкурсы. Сейчас, если ударить в 2 места, вообще будет отлично. То Подожди, это пока с 2 зайцами есть такая поговорка. Я понимаю, но если ребенку это нравится, то он даже не будет замечать, что он очень много работает. Вот это правда. Я просто по себе знаю. Если ты этим горишь, то ты готов и этот конкурс, и тот, и видео снять, и интервью, и так далее. И ты вообще не устаешь. Ну, это детство же проходит. Нет, не проходит. Не проходит? Не проходит. Детство с нами. Ну да, и потом где-то уже в взрослом возрасте мы видим артиста, который впадает в это детство. Который красится фиолетовый. Да. Как те самые бабушки. Например, да. Это те самые бабушки. Слушай, а вот еще каким-нибудь конкурсом ты, не знаю, грезишь или не отказалась бы от участия в каком-то конкурсе, в котором, не знаю, тебя не было, или хотела бы еще раз повторить этот путь? Или все для тебя это уже? Ну вот в данный момент я не знаю, как на это ответить, потому что все конкурсы, которые у нас вот в России были мне доступны, я уже их как бы прошла.
Сейчас много что недоступно, вот. Если бы ты спросил меня на «ты» можно, да? Да, конечно. Ага, прости, пожалуйста. Если бы ты спросил меня об этом, ну, не знаю, несколько лет назад, возможно, я бы сказала, что я была бы не прочь поучаствовать в конкурсе международном в плане межпланетарном. Да я тебе скажу, Евровидение. Но... Ну, интервидение. Ну, типа того, я бы была не против, это правда, но как будто бы даже сейчас уже я как будто бы выросла из этого. Есть такое, да, чувство? А если к тебе придет человек, вот так ты говоришь, я вокалом могу помогать, с просьбой позаниматься и участвовать в конкурсе, ты будешь открыто вот говорить, что это мой ученик, как, допустим, Филипп Киркоров и Евровидение. Помнишь эту историю, что он всех возил туда постоянно? Да, да. Будешь ли ты говорить, вот это моя ученица, ученик, который идет по моим стопам? Ну, сначала надо тоже этот конкурс тогда как-то... Нет, я имею в виду, допустим, про «Голос дети» какой-нибудь. Ну, если это хороший вокалист... А у тебя бывают плохие будут учиться вокалисты? Ну, как бы, тогда я буду ходить, и вот это мой ребенок, который будет участвовать в конкурсе. Вот, но, в принципе, брать людей, которые просто хотят петь в караоке, наверное, мне было бы странно. Вот. В принципе, идите к другим педагогам, там вас этому вот так научат. Вот. А для конкурсов обычно туда идут родители, которые видят потенциал в своем ребенке. И если я в нем тоже увижу этот потенциал, а чаще всего он есть, то я буду ходить в будущем когда-нибудь и гордиться своим чадом. Я тебе могу сказать так, что каждый родитель видит потенциал в своем ребенке, даже когда его нет. Поэтому я уточнила, что если я тоже буду это видеть... Отлично. Слушай, а вот ролевая модель, чья карьера как эстрадной дивы, давай вот так вот говорить, не вокалистки, не певицы, а вот эстрадной дивы вот такой. Какая ролевая модель тебя вдохновляет? Может быть, кто-то из истории прошлого, может, кто-то из-за рубежа. Вот на кого бы ты смотрел и говорил, вот это карьера, хочу такую же. Да на самом деле, как будто бы... Могу сказать 2 исполнителя сейчас, в данный момент. Вот прям в данную секунду своей жизни только 2 исполнителя приходят на ум. Они из-за рубежа. Да. Это группа 21 Pilots. Ого, Моя любимая группа. Подожди, 2 брата, покрытые татуировками. Ты что-то путаешь. Я путаю. Ты путаешь. 21 Pilots. Они не 2 брата. Они 2 друга. Их там 2 друга. 2 друга. Но не татуировками, ну не полностью покрыты, но покрыты. Но они же больше такие рокеры, это альтернатива. Альтернатива, да. Ну там роком. Ну, альтернатива, это альтернатива, все равно такая музыка. Ну, ты говоришь про карьеру, то есть это говорит о складе жизни, о том, как человек говорит о себе в интервью и так далее, вообще, где он высказывается. Ну, а что тебе нравится? Потому что не все знакомы с 21 Pilots, как музыку слышали, я уверен, но как герои именно интервью, что Мне зацепило? нравится, что то, что они делают, это чисто от них. И это прям слышно на самом деле. И то, как они себя ведут, это прикольно. Ну, типа, они выходят на Грэмми в трусах. Это прикольно. Ну, типа... Есть у нас одна артистка, которая вышла в трусах. Когда ты не... Как это называется? Забыла слово. Не пытаешься угодить чему-то мнению, быть каким-то вот для кого-то, а когда ты вот просто сам собой, то есть это круто. Рок-н-ролл, да? Да не рок-н-ролл. Ну, а как еще вот это новый назвать? альбом их послушай, где там рок-н-ролл? Там Я и рок-н-ролл, про настроению там говорю. всё. Рок-н-ролл это не обязательно музыка. Ну, в принципе, тогда да, если мы говорим про настроение. Вот, и второй исполнитель — это Билли Айлиш. Потому что то, как она может вот так вот сесть, вот это вот. А я бы так с тобой поговорил. Я вообще на с самом удовольствием. деле, я бы с удовольствием пришла на эту программу. Давай вот так, давай. Здравствуйте, это канал «Культура». Представляю, сегодня у меня в гостях Диана Анкудинова, которая забрала все Грэмми у Билли Айлиш в этом году. Диана, здравствуйте. Представляешь, вот так. Да, это я. Но мне кажется, что наша аудитория все-таки ждут тебя вот такой. В костюмчик. Вот, видишь, вот она реакция. Ну, то есть это говорит как раз-таки о возможности быть раскованной и открытой перед массой людей и не зависеть от того, как они на это реагируют. Вот. Диан, хочу с тобой поговорить. Мы с тобой поговорили уже и про вокал, и про концерт. Про танцы поговорим? Нет, я хочу поговорить про бытовуху. Какая ты в быту? Ты вообще, давай, гурман ли ты? Что такое гурман? Ну, когда ты
тщательно нет. выбираешь еду, ну, не семечки, сорт семечек, там, мраморная говядина, Мартина. значит, Ой, хочу в красиво. устричном соусе брокколи, присыпанное... Нет, я не гурман. Так, давай, какое у тебя любимое блюдо? Бабушкин борщ. Бабушкин борщ. Это Да. у каждого любимое блюдо, поверь мне. Как будто, да, где-то был центр по производству бабушек, умеющих Ну, готовить тогда бабушкин надо борщ. сказать какой-нибудь трюфель. Что-то Ну, там. не трюфель, но вот такая, давай. Обычный вот день. Ты что, готовишь или это какой-то заказ из... Ну, чаще всего это какой-то заказ, либо забежать куда-то по дороге в такси, скажем так, типа взять воды и пирожок, и это будет вот хороший завтрак и обед. Вот. Но если я готовлю, чаще всего это либо какая-то лапша удон, очень мне Это нравится. ты готовишь? Да. Прям у тебя... Так, вот здесь уже интересно. Очень вкусно. Вот любые овощи, какие есть в холодильнике, закидываешь, нарезаешь там соломкой. Вот. Это как солянка, только лапша. Так можно объяснить все. То это как борщ, Ну, только колбасу я туда не твердый. добавляю, конечно. Но я имею в виду, что это очень удобно, и чаще всего у меня в холодильнике есть эти продукты. Вот. А так, очень люблю рис. Прям кайфую от него. В принципе, роллы и все, где есть рис. Очень круто. Вот. И очень часто какие-нибудь вот... есть маленькие роллы, а есть такой ролл. Анигири. Или ручка хендрол. Анигири круто, но я больше люблю ролл там, где больше начинки. Хендрол это называется такой. Вот он прям в руке Да? держишь, да. Не помню, как он называется. Я не смотрю на этикетку, просто беру, потому что вкусно. Я бы, на самом деле, такие ходят новости, я бы на все этикетки смотрел, знаешь. А, точно, что-то было Вот, такое. На даче сидела, бабушка да, там что-то рассказывала. Конечно, поэтому изучай, что там написано. Особенно дата, когда конец. Вот, это, особенно с рыбой это очень важно. Я вообще кефир очень люблю. Это вообще нужно отдельно от роллов употреблять, понимаешь? Я тебе сейчас многое могу рассказать. А вот в доме, в квартире, ты такая чистюля, ты... Как у тебя вообще вот с этим вот совсем? Потому что я знаю, что есть люди, которые до фанатизма там все нужно вытирать, а есть, которым вообще все равно. Рубашка висит на люстре. Робот-пылесос давно застрял под ковром. Есть такие люди у меня в окружении. Так, ты на какой стороне? Я на стороне золотой. Угу. Золотой середины. Золотая серединка. Потому что если я поела, мне сразу нужно убрать со стола, или если я встала с кровати, мне нужно ее застелить, чтобы просто уютно было. Но если нужно помыть окна или пол, То? то я это делаю раз в месяц. Окна раз в месяц? У тебя что там рядом, завод какой-то? Зачем их раз в месяц мыть? Ну, потому что если уж я пою малы... Вот, зря ты с кефира начала сегодняшний день. Пою малы. Вы поняли, так, Ну, в то? общем, если я взялась что-то мыть, то надо тогда все помыть. А, то есть ты такая безостановочная. Да, В этом есть кайф расслабления какой-то, когда ты занимаешься домашней какой-то... В этом есть кайф, что ты отвлекаешься. То есть проходят часы, и ты не замечаешь, если у тебя день не загружен, то ты как бы не лежишь в подушку и не плачешь. Не надо плакать в подушку. Не надо плакать Вообще в не подушку. надо плакать. Нет, надо, но не всегда. Я хочу сейчас с тобой зарубиться в одну игру. В крокодил умеешь Да. играть? Смотри, значит, игра будет очень-очень простая. Мы Не на арабском, я надеюсь. Нет, мы должны в крокодиле показать песню. Интерактив называется «Кружок рукопения». Так, давай я начну, чтобы тебе было проще. Вот моя первая песня. Я не угадаю. Давай. Очень легко. Помогите, пожалуйста. Если она будет в тупике, подождите, как только она скажет «я в тупике». Я в тупике. Нет. Начинаем, все очень просто. Смотри на меня. Пожалуйста. Да, смотри, очень простая песня, смотри. Плачу, танцуй. Плачь, плачь, танцуй. танцуй. Вот, есть! Ты не представляешь. Я сегодня утром ее пела. Вот, это было наитие. Это после до или Просто после кефира? повезло. Это было до кефира. Так, давай твою карточку, показывай мне песню. Вы мне тоже помогаете, а то я сейчас не угадаю, она засыпется. Так. Ровно. Рюмка водки на столе. Конечно. Но это было легко. Давай, убираем эту карточку. Так, моя песня. Страшно. Давай разогреемся еще. Беги от меня, я сплю. Что? Ночь, нимб, ночь, ночь. Сон. Сон. Ты идешь, спишь.
Во сне спишь. Я сплю. В огромном городе? Нет. Спит. Время. Время спать. Я ж говорю, я тупая. Давай еще раз. Время. Ложиться спать. Ночь, и я засыпаю. Ночь. Запомнила. Это очень смешно. Идти. Ночь, идти. Собака. Выйду ночью в поле с конем. Да! Фу. Почему такой? А как я тебе коня? Покажи мне коня. Ну, как-то я не знаю. Вот так Да. будет. Ночью меня это был бы вышел ночью, тираннозавр схватил. какой-нибудь. Да, выйду ночью в поле с динозавром. Это первый вариант песни. Ладно. Так, Ладно. Я так понимаю, дальше будет еще хуже, да? давай. Так, показывай. Бабац в руку. Время. В руке кисть. Стол. Сейчас. Здесь. Точка. Больно. Палец. Ткнула пальцем. Давай другое слово. Давай. Дую на шар. На большом воздушном шаре мандаринового цвета. Да. А что вот это было? Это бомба вообще. О. На! На! Я потом Я думаю, мы тебе сидели сделала. бы до часу ночи разгадывали это «на». Это самое сложное «на» в моей жизни было. А как ты бы показал? Я бы вот большой воздушный шар показал бы там мандарин. А я хотела именно на От мандарина бы пошел. Не знаю, там типа мандарин там. Нет, я бы не угадала. От мандарина? Я бы про чебурашку вспомнила. Ну и нормально, тоже неплохо. У меня сейчас будет... Не знаю, как эту песню показывать. Спасибо. Давай. Я напился и лежу. Король и шут. Не было там такой песни. Я набухался. Ты и я набухались. Подожди, я набухался, а Нет. ты? Ты королева. Я королева, а ты мертв. А ты набухался. А ты пьяный. Подожди, сейчас. Я королева. Корона. Царица. Теперь он пьяный по твоей вине. Боже мой. Я пьяный, ты По царица. твоей вине, ты хотел сказать. Нет, просто ты царица. Ну ты бы сложила все и получилось. Получилось же все. Ну вот я сложила. Давай следующую песню, а то у меня давление подскочило. Так, это я уже все. Вот это я не знаю, что за песня. Ну, Я давай буду просто предыдущую. слова показывать. Показывай слова, я попробую угадать. На. Под. Около. Да. Ладно. Ем, кушаю. И что? Еда. Трое. Мы едим за столом. Трое ели мясо мужики, пивом запивали. Вот, а что за песня? Конюх говорил, они не понимали. Я не знаю эту Король песню. и Шут. Добро пожаловать в мир Обалдеть. фанк-музыки. Почему я до этого про них сказал? Сейчас будет очень сложно. Удивительно. Я попытаюсь тебе по-другому показать. Песня, но ты должна... Прям помогай мне сейчас. Что это за звук был сейчас? 2. 2. 2. 2 сапога. Пара. Выкинул 1 сапог. 1 ботинок. Сложить 2 ботинка. Не пара. Не пара. Что не пара? Песня такая есть? Русалка? Дельфины, русалка. Вот. Они, если честно, не пара, не пара, не пара. О!
Даже я первый раз показываю крокодил и разуваюсь. Давай, твою карточку добьем уже и пойдем пить что-нибудь. Ну, это Кефир. легко, кстати. Да. Спокойной ночи, малыши. А песня-то какая? Спят усталые и Как ты так быстро понял? Я вообще хочу с тобой Ты отдельно... очень понятливый. Я хочу отдельно с тобой вот такое шоу сделать, чтобы мы с тобой часами сидели, и ты мне показал... На! Спасибо огромное, что пришла. Диана Анкудинова была у меня в гостях. Меня зовут Константин Анисимов. Это «Ок на связи». Пока. Скоро увидимся. До свидания. Диана супер! Молодец.